Всем привет, мои хорошие! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы и чистить астану первую. Как говорится, совместим полезное с приятным. Так, давайте я вам покажу. Сегодня мы почистим вот такие вот небольшие кусочки, красивущие. Давайте приступать. Первый вопрос. Как вы за собой ухаживаете, как следите за здоровьем и красотой? Ну, здесь все очень просто. Уход у меня корейский. Обожаю корейский уход, их крема, сыворотки и все так далее. А как слежу за здоровьем? Стараюсь раз в полгода сдавать анализы и смотреть, чтобы все было хорошо. Вот высохла, она чистится прям идеально. Так, второй вопрос. Будут ли распаковки в ближайшее время или вы успели закупиться в зиму? Как видите, распаковки есть и они будут. Никуда я эту рубрику убирать не буду. То есть распаковки я постараюсь каждый месяц, чтобы выходили на моем канале. По поводу закупиться в зиму. Нет, в этом году у меня не получилось. Были определенные обстоятельства. Но, как видите, астаной я запаслась. Астаны мне хватит теперь очень-очень надолго. А так распаковки, конечно, будут. Я же не оставлю вас без распаковок. Не всегда у продавцов есть все, что мне нужно. Допустим, у одного продавца. Будут распаковки и от новых продавцов. Так что эта рубрика никуда не исчезнет с моего канала. Следующий вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, какие последствия бывают после поедания мела и глины. Давайте начнем с того. Все вы, взрослые люди, должны понимать, это не еда. Я сейчас буду говорить о своих последствиях, которые у меня были после поедания мела килограммами. Во-первых, как вы все уже прекрасно знаете, падает гемоглобин. Очень сильно роняется гемоглобин. Когда падает гемоглобин, начинаются, сыпаться волосы со страшной силой. Крошиться ногти, начинают слоиться сильно. В общем, мелом вы роняете гемоглобин, а из-за того, что в вашем организме низкий гемоглобин, идут, как говорится, дальше последствия. Мел очень сильно высасывает воду с вашего организма. Тоже помните об этом. Это сразу моментально становятся сухие руки, становится сухая кожа. У кого-то вызывает аллергию, я тоже об этом слышала. Вы, по крайней мере у меня, были очень сильные нарушения кишечно-желудочного тракта, а это тоже последствия, это тоже внешность, это высыпание, это расстройство желудка. В общем, последствий очень много. И поэтому я уже давно просто наслаждаюсь вкусом и хрустом. Я не глотаю и вам не советую. Все-таки здоровье одно. После того, как я пролечилась, а это было долго и дорого, я никому не советую. Хочется похрустеть, похрустели, выплюнули. Помните о том, что у вас жизнь одна, организм один, и здоровье потом ни за какие деньги не купишь. Очень. И такой же вопрос был, что мне задавала девушка. Сейчас, секундочку, я посмотрю, у меня тут листочки. Так. Что у многих мелоедов черные или синие круги под глазами, как с ними бороться? В больницу.
Девочки, если вы видите, что что-то у вас не так, что у вас поменялся цвет кожи, появились круги под глазами, идите в больницу. Я же вам не врач, чтобы давать консультации. У меня не было кругов под глазами. Когда у меня упал гемоглобин, у меня началось головокружение, слабость, сонливость, ну все сопутствующие симптоматика пошла. То есть, как бы, если вы видите, что вас что-то не устраивает в вашем внешнем виде, как говорится, идите к терапевту, сдавайте анализы, выявляйте причину, потому что не всегда круги под глазами бывают из-за мела. Это что-то с почками. Надо разбираться, смотреть. Как бы всегда следите за своим здоровьем. Нас очень много кто сейчас говорит о последствиях, кто говорит о том, что к чему это может привести. Вы прислушиваетесь, не надо. Это привычка, это, так сказать, вредная привычка. Вот и все. Но вот когда я начала не есть, а просто жевать, меня ничего не беспокоит. Попадает, конечно, какое-то минимальное количество в организм, но оно не несет таких масштабных последствий, как поедание килограммами. Все-таки надо думать в первую очередь о своем здоровье. Так что как-то так. Следующий вопрос. Когда покажете свои запасы и как расположили на полочках? Расскажите о новых фаворитах, что-то вышло в ваши любимчики, кого смотрите из милоежек. Ну, давайте отвечу на первый вопрос. Когда я покажу свои запасы? Смотрите, мне, значит, с Озона приходила полка деревянная. Когда мы ее установили, я начала все раскладывать, в итоге полки эти полетели. Оказалось, не очень хорошая идея. Потом в комнате, где вот хранятся мои запасы, когда мы поставили стеллаж, мне это тоже не понравилось, как смотрится. В общем, я сейчас еще думаю, как все расположить. Нужно добраться до Икеи, но это после праздников уже будет. Хочу купить стол. Пока даже не знаю, как это будет выглядеть. В общем, мне нужно, чтобы это смотрелось аккуратно. А массивная полка металлическая, она портит интерьер. Мне не нравится. Так, первый кусочек мы с вами вот такой красивый почистили. Так. Следующее. Расскажите о новых фаворитах. Новые фавориты, значит, появились, да, у меня есть новые фавориты. Это киргизский сорт 2 в 1, мне очень понравился. Радуга, значит, из орских сортов ириска мятная. Крем-брюле даже мне зашел. Я сейчас хочу попробовать еще, повторить, как говорится, Юпитер, Бордо и так далее. Из орских сортов. Из мела мне очень понравилось соленое озеро. Прям вообще понравилось соленое озеро, солнышко, лето. Которые я пробовала, обзоры снимала. Туркестан, взбитые сливки. Это, конечно, вообще. Астана желтая. И, кстати, вот сейчас Астана первая заняла у меня первое место. Астану вторую я брать не стала, так как я заказала Астану Идеал. Если только заказать ее, чтобы снять обзор. Когда буду заказывать Астану Голд, тогда, наверное, я Астану вторую возьму и просто Астану и сделаю большой обзор на все сорта.
Вот. Очень много новинок, да, появляется. Сердце, вот как соль. Что? Пористая в последнее время мне очень сильно понравилось. Туркестан белый 2 тоже очень понравился. Яшма, аметист. В общем, очень много сортов. Когда буду снимать про свои запасы, я вам более подробно расскажу, потому что я сейчас все не вспомню. Кого смотрите из милоежек? Конечно, мою любимую Еленка К. я смотрю. Леночка, большой-большой тебе привет. Последнее время я смотрю, ну я в Инстаграме смотрю Буся Натали. Мне очень нравится Анка Соуч, по-моему, называется. Девочка с Витязева. Тоже очень люблю смотреть ее прямые эфиры. Тоже в Инстаграме. Но она и в Ютубе есть, и в Ютубе ее смотрю. Юлю Пеливан. Ну и так, Наташу Хрум-Хрум смотрю. Когда время есть, я смотрю, ну, стараюсь смотреть всех девочек, которые снимают. Интересно мне наблюдать, так сказать. Очень многих смотрю. Если мне нравится, ну, как бы, как ведут, я подписываюсь и слежу. Очень много девчонок, которые... Я люблю, видите, я люблю, где болтают. Не только хруст, но и где еще и общаются со своей аудиторией. Мне вот такой формат ближе. Просто хруст я не люблю. Не знаю. Я люблю разговорные видео. Я люблю пообщаться с человеком. Вот так я вам скажу. Так, следующее у нас... У меня вот на листочках все выписано. Когда вы будете полностью снимать себя? Никогда. Вот давайте закроем эту тему. Я уже отвечала на этот вопрос. В силу того, где работает мой муж, лишний раз светить свое лицо я не хочу. Может быть, когда-нибудь я и сниму в полное, как говорится, видео с лицом. Но пока нет. Меня устраивает полностью такой формат. Когда мне пишут такие вот вопросы, девочки, ну на ютубе, ну полно девчонок, которые снимают с лицом. Очень много. Выбор есть, как говорится, на любой вкус и цвет. Так что давайте закроем эту тему. И кто хочет на меня посмотреть, у меня есть в сообществе ссылка на мой Инстаграм. Вот. Там я как бы не часто выкладываю фотографии. Это личная страничка. Но бывает. Я человек настроения. Есть настроение, значит есть. Нет, значит нет. Когда у меня нет настроения, я стараюсь в телефон не лазить. Я стараюсь сходить в ванну, расслабиться, выпить чашечку кофе, посмотреть хороший фильм или почитать книгу. В общем, вот так. Значит, следующее. Калжан Ильясова. Огромный вам привет. Вы мой давний подписчик. От вас всегда приходят теплые сообщения, теплые слова. Вы очень тактичный человек, очень добрый, душевный. Я обожаю таких людей. Поздравляю вас с Новым годом. Пусть в вашей семье царит здоровье, и у вас все будет хорошо. Огромного вам благополучия. Почему я выделила? Потому что этот человек, она уже стала мне родной. Каждое сообщение, прямо, знаете, читаешь, и улыбка на лице. Огромное вам спасибо. Я обожаю таких людей, очень ценю. У меня много подписчиков. Но вот сейчас вопрос от Калжан. Расскажите о ваших детях, кем вы в будущем хотите видеть своих детей, о ваших планах на будущее. Кем я вижу своих детей?
Я сейчас выскажу лично свою точку зрения. Спорить со мной не надо, переубеждать меня не надо в этом. В первую очередь я вижу своих детей счастливыми. В первую очередь я хочу видеть своих детей здоровыми, счастливыми, успешными. Я никогда не буду навязывать ребенку свое «я хочу», как это делают многие родители. Я прислушиваюсь к их, так сказать, к мнению, я прислушиваюсь к выбору их хобби. Вот у меня старший сын обожает технику, планшет и телефон, он разбирается в этом очень хорошо. У него нет соцсетей, он не любит это все дело, но вот он любит у меня поиграть на компьютере, как бы все в меру. Вот, он самостоятельно изучает английский язык. Мы предлагали ему нанять репетитора, отказался, сказал, я сам. Очень много онлайн-уроков в интернете. Так что у меня ребенок самостоятельно. Я только поддерживаю. Хочешь, ради Бога. Я помогу тебе. Младший пока ставит дом на уши. Обожает роботов, самолеты, динозавры. У нас уже коллекция. То есть, если мой ребенок подойдет и скажет, мам, я хочу играть на фортепиано, ради Бога. Если мой ребенок подойдет и скажет, мам, я хочу в бокс, ради Бога. То есть, мы с мужем давно приняли такое решение, что мы будем помогать детям в том направлении, которое они выберут. Никогда я не буду советовать, кем им стать. Это их выбор, это их жизнь. Я рожала их не для того, чтобы навязывать, как говорится, свое мнение. И они сами разберутся, кем они хотят быть. В общем, я такая мама, которая всегда поддержит своего ребенка в любых его начинаниях. Я не стремлюсь из них вырастить вундеркиндов, я не гонюсь за статусом самый умный ребенок, вот как вот не понимаю, вот осуждайте меня, ну как бы я не понимаю тех родителей, которые с 6 месяцев начинают ребенка таскать по развивашкам, чтобы он знал там в 3 года 3 языка, еще что-то. Нет, я не забираю у своих детей детство. Нас так растили, как бы, и зачем? Вот зачем ему в 3 года знать английский? Объясните мне, пожалуйста. Да, там прийти в садик и сказать, вот у меня там мой сын или моя дочь самый умный, а ваши нет, ну ради Бога. Я не забираю у ребенка детство. У меня младший живет в свое удовольствие. Да, мы занимаемся, естественно, ну, как бы учим элементарные вещи. Ну, как бы, но перенапрягать ребенка, как говорится, нет, не хочу я. Всему свое время. Вот у него появляется желание, значит, надо заниматься, пока у него есть желание. А так, чтобы ты должен знать, ты должен это, ты должен то, да ничего он никому не должен. Он же не просил, как бы это же ваше было решение родить ребенка. Вы взяли на себя ответственность. Почему ребенок вам что-то должен? Это вы ему должны обеспечить достойную жизнь. В общем, со мной многие спорят по этому поводу, но со мной спорить бесполезно. Я считаю, что у моих детей должно быть детство, где можно поиграть, похулиганить, попрыгать, побегать, а не сидеть и зубрить. Если родителям, как говорится, вот говорят, вкладывать в образование хорошо,
Но всему свое время. До 5 лет я точно младшего трогать не буду. Вот 5 лет исполнится, там уже подготовление к школе. Хватит ему и занятий, и уроков. А тем более я вижу, что он все схватывает на лету. Так что я не отнимаю у своих детей детство. Планы на будущее. Ну, какие у меня планы на будущее? О планах на будущее не говорят, но развивать свой канал, быть счастливым человеком, быть здоровой. У меня приземленные планы на будущее, но о более масштабных я не говорю. Как говорят, счастье любит тишину. Так что я говорю, когда я сделаю, у меня получится, вот тогда я расскажу вам. А так пока двигаемся к своей цели, как говорится. Так, следующее. Здравствуйте, любите ли вы путешествовать, где бывали или хотели бы побывать? Есть знакомые, которые разделяют ваше увлечение? Есть. Есть у меня знакомая. Как у меня распаковка, мне звонит, говорит, завтра я буду у тебя в гостях. Ну, это значит сразу будет нападение на мои запасы. Конечно, не все у меня знают, мои родственники знают, чем я занимаюсь. Как бы никто меня не осуждает. И я считаю, что ни один человек не имеет права осуждать другого человека. Занимайтесь своей жизнью. Как бы занимайтесь тем, что вам нравится. А осуждать Бог нам судья. Люблю ли я путешествовать? Обожаю. Очень люблю. Но, как вы сами знаете, сейчас очень большие изменения в области путешествования. Ближайшие, наверное, лет, так сказать, 8-10. Все путешествия могут быть только по России. Мы не выездные. Так что, как я шучу с мужем, когда разговариваем, я говорю, мы с тобой на пенсии будем изучать мир, ездить, отдыхать в новые страны. А пока в России все отпуска у нас проходят на родине. Так, какой у вас рост? Девочки, я маленькая, я 1,65 м. Вопрос от Зарины. Здравствуйте, мне интересно, какие у вас увлечения и хобби? Ну, увлечение и хобби. Мело глина. Что, если не касается тематики наших хрустяшек, то плотненько я занималась танцами. Потом забеременела, и как бы это все отошло на второй план. Ну, какие у меня сейчас на данный момент хобби? Кроме канала. На первом месте, конечно, канал. Ну вот я обожаю готовить, новые рецепты выискивать, что-то пробовать новое. Я шопоголик, и ничего с этим сделать не могу. Так как вот сейчас с этими ковидными ограничениями весь шопинг перешел в онлайн, меня это не очень устраивает. Я человек тактильный, мне нужно смотреть, трогать, так сказать. Музыка, хорошее кино,
Обожаю хорошие исторические фильмы, документальные фильмы, хорошие комедии люблю. Я меломан, очень люблю музыку, тоже хорошую. Вот. Люблю почитать книжку вечерком. Очень люблю читать про Древний Египет, про племена майя, про индейцев. Вот все вот такое мистическое, таинственное меня это все очень привлекает. Ну а кроме всего этого, мое главное увлечение в жизни и мое главное хобби в жизни — это мои дети, мои сыновья. Младший, конечно, сейчас очень много требует внимания. Если мой сын требует внимания, я откладываю все свои дела, я его внимательно слушаю, и мы занимаемся его игрушками. Он очень любит поиграть со мной, машинки покатать, конструктор пособирать. Сейчас, после Нового года, после праздников, после всего вот этого, я возобновляю походы в спортзал. Буду заниматься собой. После спортзала я, конечно, очень хорошо себя чувствую. Нагрузку на тело давать нужно в любом возрасте. Да и как бы форма, скоро лето. Держать себя в форме. В принципе, что держать себя в форме? Вот мой вес составляет 49 килограмм. Я вешу 49 килограмм. И вот он у меня после родов как встал, после вторых, и ни туда, и ни сюда. Мне бы, думаю, вот сейчас вот мышечную массу поднабрать, чтобы не таким уж худощавым подростком быть, как муж меня называет. Так, следующее. Посоветуйте башкирские сорта глин не скрипучие. По поводу башкирских сортов. Я могу вам посоветовать, ну как я могу вам посоветовать? Вообще у нас вкусы у всех разные. На башкирские сорта у меня есть на канале очень много обзоров. Зайдите, посмотрите описание. Сейчас я, конечно, не вспомню все. Ну, такое вот самое: лазурит, мрамор, бархат, сливки белые, белая нежность. Что у нас там есть? Руслан, подсолнух, арахис на любителя, лаванда на любителя. То есть их много, очень много сортов по поводу скрипа. Никогда вы не угадаете, какой кусочек вам попадется. Вот бывает, чистые приходят, а бывает вот такая глыба, вот сейчас я там покажу, зачистили. Бывает, вот придет вот такой вот кусок. С этой стороны он чистый, а с этой скрипучий. То есть, понимаете, тут не угадаешь. От скрипа, как говорится, никто не застрахован. Бывает, вот мне один раз пришел сандин, я брала килограмм, вот полкилограмма пришло чистый, вообще не единый, а в другой половине прям крупные песок крупный, крупные камушки были. Вот так же, как с Туркестаном белым. Возьмешь партию, она абсолютно чистая, а возьмешь партию, она прям с камнями, с такими прям огромными. То есть тут не угадаешь. Вот Вера тоже брала, не скрипела, а вот потом буду показывать вам свои запасы. У меня лежат два кусочка, но там песок, там голимый песок. Она скрипит, как белая плитка. Так что как-то так. Вы мне пишите, как вы спраздновали Новый год. Кстати, всех поздравляю с Новым годом.
Мы праздновали, отмечали с семьей. Я, муж, дети. В чисто семейном кругу. Так как у нас папа редко бывает на Новый год дома, для нас это уже, как бы говорится, двойной праздник был. В семейной обстановочке посидели за столом, отметили. Завтра у нас пойдем по гостям, к родственникам. Кстати, завтра будет прямой эфир, девочки, примерно, если по московскому времени брать, то это примерно будет 12 часов в час, вот так вот в это время, то есть в обед выйду я в прямой эфир, пообщаемся с вами, будем чистить астану розовую, там такие большие глыбы. Вот, кто хочет пообщаться, задать вопросы, которые вас интересуют, добро пожаловать завтра в прямой эфир. Я пост еще напишу в сообществе, что у нас завтра будет прямой эфир. Ну, на все ваши вопросы я постаралась ответить. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.